Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Вы же понимаете, что он осознавал то, что делает? Они ни черта не понимали в английском на тот момент и просто кивали на различные комментарии, и реальная концентрация Тэхёна была именно на шее Чангука, которая так чертовски манила. Девятое место. Взгляд Чангука на Тэхёна. Он буквально любуется своим мужчиной. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. 8 место. Совпадение или нет? Делулу Тайм. Седьмое место. Наши магнитики не могут преодолеть притяжение друг к другу. Шестое место. Поведение пары. Когда очень хочешь что-то показать своему бойфренду и, добившись внимания, становишься счастливым. Он еле обхватывает его бицепс, и ему это явно нравится. Пятое место. Самые близкие люди для Тэхёна – семья Вуга и его партнер. Кто бы что там ни кричал, а они в тот день все громко и четко сказали. Четвертое место. Забота. Тэхён – именно тот человек, который всегда и везде будет вытаскивать Чангука из раковины, просто потому что Чангук должен быть впереди.
Третье место. Новости. Тэхёну нравится этот фильм «Квир». Об этом говорит его лайк и рекомендация. У многих закралась мысль, уж не ли думает ли Тэхён об участии в проектах, а 24 слышали, что он завален предложениями о съемках в кино. Ну, подумаешь, не рассчитал силищу. Клип Чангука «Standing Next to You» стал любимым среди корейских актеров. Чангук, самый молодой участник BTS, продолжает революционизировать мировую музыкальную сцену своими сольными работами, и «Standing Next to You» подняла его влияние на новую высоту. С момента своего дебюта эта песня покорила поклонников по всему миру, установила рекорды и оказала глубокое влияние на музыкальную индустрию благодаря своему уникальному сочетанию ретро-фанка и современной поп-музыки. Запоминающаяся хореография и захватывающая мелодия этого трека нашли отклик не только в музыке, вызвав восхищение у ведущих корейских актеров, которые отмечали его на встречах с поклонниками и в интервью. Это восхищение подчеркивает культурный охват и влияние. Эффект Чангука. Этот Тэхён – моя Римская империя. Когда Тэхён устанавливает зрительный контакт с камерой. Детские мечты Чангука. Чангук сказал: «Моя первая мечта — я хотел быть мальчиком из аниме «Унесенные призраками». Его зовут Хаку. Он очень красивый и может превращаться в дракона. Представьте, как это было круто для первоклассника. Я был очарованным и думал, когда-нибудь я хочу стать таким, как он». Мечта номер 2. В детстве я хотел стать профессиональным игроком в Картрайдер. Мои родители купили мне компьютер в 3 классе. Я хотел стать лучшим в Картрайдер, поэтому посмотрел несколько видео с прохождением в интернете. Я подумал, что будет потрясающе, если бы я смог заработать на этом денег, ведь многие лучшие игроки так и делали. Я хотел отдать их родителям. Моя мечта номер 3 – я хотел стать игроком в бадминтон. Это пришло мне в голову во время олимпийского сезона. Помните Ли Янде и его фирменное подмигивание? Увидев его, я подумал про себя: я могу стать следующим Ли Янде. Вот что пришло мне в голову. Мне говорили, что я хорошо играю в бадминтон. И мечта последняя по рейтингу – я хотел стать певцом. Когда я учился в 7 классе, наткнулся на клуб би-бой в школе. Я заинтересовался танцами и поискал видео в интернете. Тогда я и нашел Биг Бэнг. Я задавался вопросом, как я могу быть таким же удивительным, как и они. Именно так я стал певцом. Чангук просто разминает суставы, а фандом уже на коленях. Oh yes. 아차. 아차. 아차차.
yes. Джин проведет необычное фан-мероприятие. Утром 11 числа, по корейскому времени, через глобальную платформу для фанатов Weverse, Джин объявила о проведении специального фан-мероприятия под названием Merry Run Around. Оно будет проходить в формате встречи с фанатами лицом к лицу и рассчитано на участие 50 человек. Merry Run Around состоится 24 ноября в парке развлечений Lot World в районе Сонпха, Сеул, на карусели до открытия парка. Я пока не готов об этом не говорить. Корейские СМИ отметили влияние Чангука, которое превосходит даже BTS. Альбом Golden Changuka Strong Solo Power побил новый рекорд по самым высоким продажам в первый день релиза и доказал свою впечатляющую сольную мощь. Побив рекорд чарта Хэнтиоу по количеству проданных пластинок в первый день выпуска, превзойдя рекорд по количеству проданных копий в первый день, 6000 копий, установленный его группой BTS. Golden Vinyl был мгновенно распродан в официальном торговом центре крупного американского дистрибьютора Теоргот 2 октября, в день начала приема предварительных заказов. Он также был распродан в официальных торговых центрах Music Korea и Music Plant, занял первое место в рейтинге бестселлеров в режиме реального времени в категории CD и LP отечественного онлайн-ритейлера Yes24. Первое место в рейтинге бестселлеров в общей категории L1 и номер 1 в ежедневном чарте лучших треков Hot Tracks за все время на все альбомы Kyobo Bookstore. Согласно чарту Хэнтиоу, Golden разошелся тиражом более 2 миллионов копий всего за 5 часов после релиза, став продавцом в 2 миллиона копий. Golden разошелся тиражом 2 миллиона 501 158 копий всего за 2 недели после своего выхода, что делает его первым сольным альбомом, разошедшимся тиражом более 2,5 миллионов копий за 13 лет с момента выхода в чарте Хэнтиоу в 2010 году. Golden продержался в чарте Billboard 20 тысяч 24 недели подряд, что стало первым и самым продолжительным периодом для азиатского сольного исполнителя. Он также продержался 8 недель в официальном альбомном чарте Великобритании, что стало самым продолжительным периодом для сольного исполнителя K-pop за всю историю. Их привычка – снимать друг друга при любом удобном случае. Это ли не признак любви? Все мы с утра немного Тэхён. Когда Тэхён флиртует. У Чангука не было шанса не влюбиться. Журнал Weverse Magazine отрицает свою связь со скандальным отчетом Hype. В деле был замешан только бывший главный редактор. Weverse Magazine опубликовали официальное заявление. Это команда Weverse Magazine. Мы искренне извиняемся за любые сомнения или неудобства тем, кто любит и поддерживает Weverse Magazine из-за ситуации, возникшей вокруг документа мониторинга.
Мы хотели бы уточнить несколько фактов в связи с этим. Названный документ был создан бывшим главным редактором в качестве отдельной задачи, и члены команды Webos Magazine не знали о его существовании. Кроме бывшего главного редактора, никто из членов команды Webos Magazine или внештатных авторов не были вовлечены в создание этого документа. Бывший главный редактор был отстранен от должности и одновременно отстранен от любого участия в Webos Magazine. Персонал, отдельно запрошенный бывшим главным редактором для выполнения задач мониторинга, также прекратил свою работу. Журнал Webos Magazine не имеет никакого отношения к спорному мониторинговому документу, и команда журнала Webos Magazine четко выражает свое несогласие с документом. Тем не менее, мы еще раз приносим извинения за то, что были упомянуты в этом досадном инциденте и причинили неудобства. Ничего необычного, просто эфиры Чангука. Муза Чангука. Творческий подход Тэхёна к работе. Этот мужчина гениален. Сотрудники Hype предположительно сталкиваются с трудностями на рынке труда после утечки внутренних документов. После утечки внутренних документов крупнейшей кей-поп-компании Hype Corporation ее сотрудники, по сообщениям, испытывают трудности с поиском новых рабочих мест. Один из сотрудников поделился на анонимной профессиональной платформе Blind, что его бывшего коллегу недавно спросили о его мнении по поводу утекшего документа во время собеседования в другой компании той же отрасли, что указывает на влияние скандала вокруг Hype на карьерные перспективы ее сотрудников даже после их ухода из компании. Автор заметил, что Hype имеет испорченную репутацию, и это ощущается на каждом шагу. Тем, кто планирует уходить из компании, стоит заранее продумать, как ответить на неудобные вопросы. Один из сотрудников Hype рассказал, что раньше ему часто звонили рекрутеры с предложениями о работе, но уже больше года не поступает ни одного звонка. Из любопытства он связался с рекрутером, который объяснил, что из-за испорченной репутации компании само упоминание Hype вызывает негативное впечатление у потенциальных работодателей. Другой сотрудник отметил, что тоже удивился внезапному отсутствию звонков от рекрутеров и теперь понимает, в чем причина. Другой сотрудник Hype поделился, что проблемы компании влияют не только на карьерные перспективы, но и на личную жизнь. По словам сотрудника, попытка найти партнера для брака через свидание вслепую завершилась неудачей. Организатор встречи, услышав, что он работает в Hype, выразил опасения из-за рисков компании и отказал ему. Другие пользователи платформы поддержали его, выражая сочувствие. Один из них отметил: «Это уже слишком», а другой добавил, что ему самому отказали накануне по той же причине из-за нестабильности компании. Эти истории подчеркивают далеко идущие последствия утечки документов, влияя не только на репутацию компании, но и на жизни и карьеру ее сотрудников. В разделе комментариев также представлены различные эмоции и мнения. Некоторые пользователи выражают разочарование и гнев по поводу ситуации, тогда как другие критикуют тех,
кто продолжает распространять документы, утверждая, что это вредит всей отрасли. Один из комментаторов также высказывает опасения по поводу возможного краха индустрии, в то время как другой утверждает, что падение хайп не обязательно приведет к гибели всей отрасли, что вызвало дискуссию об их взаимосвязанности и потенциальных последствиях для кей-поп-индустрии от борьбы хайп. Айдол айдолов. Когда он просто делает это. Работа мечты. Его оленьи глазки. Тэхён на интервью Кор. Улыбка и причина улыбки. Самый лучший мальчик. Он же буквально малыш. Ну до чего же Тэхён шикарен? Просто Чангук, который тренируется всегда и везде.
Когда я говорю, что Тэхён богоподобен, я именно это имею в виду. Я не говорю, что это самая очевидная пара в мире, но это именно то, что я говорю. Эти невозможно очаровательные ямочки на щеках Чангука. Тэхён действительно серьезно относится к своим выходам на красную дорожку. Ментально я все еще в этом моменте. Хочу напомнить, что узкие джинсы были созданы для бедер Чангука. Выражение лица Чангука. Второе место. Это так интимно. Не передать словами, как часто я смотрел это видео. Здесь идеально все. Плечо Чангука – самая удобная подушка для Тэхёна. Первое место. Тот самый непрямой поцелуй. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.